Ровно 70 лет назад компания Toyota выпустила свой первый внедорожник Land Cruiser. С этого момента автомобильный мир изменился навсегда. За прошедшие годы внедорожники Toyota Land Cruiser стали легендарными, побывав в самых отдаленных уголках планеты и став символом престижа, статуса и успеха. Land Cruiser не просто завоевал любовь и признание людей как внедорожник, который дает возможность с комфортом добраться куда угодно и когда угодно. Он стал лицом Toyota, олицетворением надежности, благородства, гармонии, огромной внутренней силы и независимости от обстоятельств. Уникальные качества Toyota Land Cruiser по достоинству оценили и в России, которая может по праву считаться вторым домом легендарного семейства внедорожников. Наша страна с ее огромными расстояниями, холодными зимами и зачастую экстремальным рельефом требует от автомобилей исключительной выносливости и проходимости. И именно все пройденные испытания позволяют Toyota с гордостью называть Россию страной Land Cruiser. Сегодня Toyota представляет абсолютно новое поколение легенды. Встречайте Land Cruiser 300. Какая встреча? Ну, здравствуй, легенда. Мы тебя, признаться, заждались. Согласен. Я тоже очень ждал этот автомобиль. И теперь, когда я его увидел, я могу сказать, что он все-таки имел полное право немного задержаться. Именно не опоздать, а немного задержаться. Я считаю, что получился автомобиль с большой буквы. Впечатляет? Впечатляет не то слово. Недаром, наверное, такой ажиотаж был вокруг него. Много слухов, много домыслов было, много фотографий каких-то шпионских в соцсетях, в СМИ. Но для меня важен не только дизайн, для меня важна генетика Land Cruiser 300. И престиж, и техника, и надежность. Это все для меня очень важно. Я сам являюсь владельцем автомобиля Land Cruiser 200, проехал на нем не 100 000 километров. Никогда он меня не подводил. Очень уважаю этот автомобиль. Я, кстати, не припоминаю, чтобы еще какой-то автомобиль вызвал столько ажиотажа. Мои подписчики в соцсетях завалили меня вопросами относительно нового Land Cruiser 300. И после этой встречи я уж точно смогу им ответить на эти вопросы. У меня, кстати, есть Land Cruiser 200, счастливым владельцем которого я являюсь. Так вот, на этой машине я проехал огромное количество сотен километров по всему миру. А в обычной жизни я использую его как семейный автомобиль. Именно поэтому мне интересно узнать, что нового может предложить Land Cruiser 300 в отношении комфорта, технологичности, функционала и, конечно, безопасности. Я предложил бы поступить следующим образом. Вы закидываете нас самыми каверзными вопросами, атакуете как можете, а мы с Владимиром попробуем на все ответить. Договорились. Давайте. Позвольте, я начну первым. Я непосредственно имею отношение к дизайну автомобилей. Мы так устроены, что первые 5-10 секунд мы складываем общий образ, а потом или подтверждаем, или опровергаем суть этого изделия. И знаю, как сложно совместить брутальный и монументальный и одновременно динамичный образ, и японцы здесь как раз очень хорошо постарались. Дизайнеры радикально увеличили решетку радиатора. Теперь появился спокойный, уверенный взгляд фронтальной зоны автомобиля. Дверь багажника теперь цельная. Это благодаря архитектуре TNGA. Что это такое? У Toyota 99 линеек автомобилей. Собирается самое лучшее с каждой линейки и потом интегрируется в единый продукт, что и было сделано здесь. Японцы вообще филигранно подходят к формообразованию своих бестселлеров. Соответственно, это делается долго, противоречит современному цифровому миру, но, тем не менее, делается внимательно и долго. Полировка достижений, полировка мастерства – это общая японская философия. Я бы добавил еще одну вещь. Безусловно, новый Land Cruiser 300 очень статусный автомобиль. И с какой стороны на него не посмотришь, сразу видно, кто здесь царь зверей. Вот ты, Владимир, говорил про мощь и динамику. А у меня складывается другая ассоциация.
Этот автомобиль напоминает мне благородного хищника, которому не нужно играть мышцами, чтобы доказать свое превосходство на дороге. Он внушает спокойствие, уверенность и уважение. Вот даже возьмем эти фары. Никакого буйства форм. Основательный подход буквально в каждой детали. Причем, обрати внимание, форма соответствует содержанию. Я правильно понимаю, что оптика у нового Land Cruiser 300 полностью светодиодная? Да, совершенно верно. И передняя, и задняя оптика на Land Cruiser 300 полностью светодиодная. Также есть светодиодные противотуманные фары и фары подсветки поворотов. Добавок ко всему прочему появились динамические поворотники. Но это не самое главное. Теперь мы вывели на новый уровень систему адаптивного управления дальним светом. И благодаря камере за лобовым стеклом формируется световой пучок такой формы, чтобы не слепить ни встречных, ни попутных водителей. С такой технологией новый Land Cruiser 300 смело можно называть вежливым автомобилем. Безусловно, это еще раз показатель статуса. Потому что чем выше статус, тем больше он обязывает тебя быть примером. Хочу обратить внимание на внушительные колесные арки. 20-дюймовые хромированные диски в сочетании с этими арками придают ощущение автомобиля сильного духом. Такие размеры колес всегда придают породы хорошему автомобилю. Безусловно, потенциал у арок просто невероятный. Сюда очень хорошо встанут большие внедорожные колеса. Вообще, глядя на автомобиль, узнаваемость стопроцентная. Точно Land Cruiser. Кстати, в этом году 70 лет модели. Это отличный повод отметить это событие. Мы, конечно же, это отпразднуем. И, кстати, перед нами стоит именно такая юбилейная версия, посвященная 70-летию модели. А она в ближайшее время уже будет выпущена ограниченным тиражом. И если вы вдруг захотите стать владельцем именно такой спецсерии, то рекомендую вам не медлить и следить за нашими новостями. Друзья, давайте мы не будем торопиться, потому что мы пока еще ничего не знаем ни про техническое оснащение, ни о проходимости. Поэтому, Владимир, продолжай. А то мы так тебя перебивают постоянно, мы не доберемся до самого главного. Хочу обратить внимание на обзорность в этой машине. У Land Cruiser'ов никогда с этим проблем не было. Но в этой модели очень интересное сочетание. Во-первых, это прямая линия капота, которая сочетается с очень большим и щедрым бортовым остеклением. Соответственно, обзорность в машине практически идеальная. Также перенесены зеркала на дверь. Это сделано по 3 причинам. Первая причина – это актуальный дизайн. Сейчас это в тренде. Второе – это аэродинамический поток, который проходит сквозь это пространство и, соответственно, снижает шумность. И в-третьих, расстояние между зеркалом и кузовом увеличивается угол обзора и пропадает мертвая зона в нижнем углу передней стойки. А это очень круто. Благодаря такому размещению и правильной аэродинамике, я уверен, эти зеркала будут меньше пачкаться дорожной грязью. Верно, Богдан, но на самом деле дизайнеры часто хотят забрать себе все лавры, однако здесь все же стоит отметить работу инженеров. Это решение призвано для улучшения эргономики и доступно нам только благодаря нашей новой платформе GAF. Toyota Land Cruiser 300 построен на новой платформе GAF, согласно принципам TNGA, что расшифровывается как Toyota New Global Architecture, то есть новая глобальная архитектура Toyota. Этот комплекс подходов дает внедорожнику массу уникальных преимуществ. Одним из первых, безусловно, надо отметить смещение двигателя вниз, что сделало центр тяжести автомобиля ниже, а баланс развесовки по осям еще лучше. В результате Toyota Land Cruiser 300 получил отличную управляемость на любых скоростях и абсолютную прогнозируемость поведения на дороге. Также архитектура TNGA и ряд других инженерных решений обеспечили высокую прочность кузова и позволили внедрить новую раму. Общая жесткость конструкции при этом увеличилась на 20%. При этом вес кузова и рамы стал меньше на 200 килограммов. А пассивная безопасность самого автомобиля поднялась на высочайший уровень. Уменьшение веса и увеличение жесткости кузова Land Cruiser 300 удалось добиться благодаря использованию горячих штампованных стальных, а также алюминиевых деталей. Из алюминиевого сплава выполнены капот, передние крылья, крыша и все двери, включая дверь багажника. Новая рама внедорожника создана с использованием технологии Laser Tailed Blank. Особенность этой технологии в том, что несущие части рамы выполнены из соединенных лазерной сваркой цельнометаллических элементов. Сами элементы изготавливаются из высокопрочной стали и штампуются с высокой точностью. В итоге части рамы монолитные и легкие, а значит обеспечивают высокую прочность и малый вес рамы. Также для улучшения ездовых качеств был модернизирован
модернизирован гидроусилитель руля, получивший дополнительный электрический актуатор. Эта связка дает внедорожнику отменную управляемость и отзывчивость, а также снижает уровень вибраций, передаваемых через руль. Все это делает Toyota Land Cruiser 300 еще более комфортным при езде по любым дорогам. Это, конечно, все теория и красивые слова. Я привык верить реальности, поэтому давайте откроем капот и посмотрим эту вашу TNGA. Ага. Так, я не понял, это 6 или 8 цилиндров? Похоже, что это V6 с турбонаддувом. Николай, что вы можете сказать тем людям, которые привыкли к старому, доброму атмосфернику V8, а здесь какая-то жертва экологии? Он вообще справится с таким большим автомобилем? Давайте по порядку. Это новый мотор V6 3,5 литра, который выдает 415 лошадиных сил благодаря двойному турбонаддуву, а также ровную полку моментов 650 ньютон-на-метр. Он обладает смешанным впрыском, и главная его характеристика – это потрясающая динамика. На этом почти 3-тонном автомобиле он разгоняется до сотни менее чем за 7 секунд. Впечатляет для таких габаритов. Ну, сори, что вставил свои 5 копеек. Кстати, о копейках. Новый мотор V6 более экономичный, чем прошлый V8, и при этом не уступает ему в надежности, что доказано многочисленными ресурсными испытаниями от компании Toyota. Благодаря своему большому опыту путешественника я позволю себе предположить, что такой двигатель с двумя турбинами ровно работает на всем диапазоне и крутящего момента, и всей своей мощности, что, кстати, я уверен, легко ему позволит въехать практически в любую горку. Совершенно верно. На таком двигателе с двумя турбинами можно легко и точно дозировать тягу, а с такой большой мощностью и моментом любой холм покажется равниной. Это хорошо, ребят, но давайте не забывать, что не все зависит от двигателя, важна еще и коробка передач. Совершенно верно. Тут используется новая 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия, которая является уникальной в данном сегменте. Она вдвое быстрее переключает передачи по сравнению с прошлым поколением. Призвана улучшить управление тягой, улучшить динамические характеристики и снизить расход топлива. Могу предположить, что вот такие значительные улучшения ездовых характеристик готовят нас к чему-то выдающемуся именно во внедорожных качествах. Давайте не забегать вперед. Вы очень удивитесь, что же вас ждет дальше. Вообще, Land Cruiser 300 получился именно таким, каким его ожидали. В том числе и в России. Изменения шли по выверенному поколениями пути. Сохраняя лучшее, добавляем новое, совершенствуем общее. Это восточная философия. Так создаются легенды. Toyota есть Toyota. У каждой компании есть свои наработки, опыт, история и, в конце концов, репутация. У Toyota это надежность. Соответственно, предлагаю перейти к рассмотрению внедорожных качеств арсенала этого автомобиля. Поддержу Владимира и уверен, ни для кого не открою Америку, сказав, что мы, настоящие фанаты Land Cruiser, ждем от нового поколения такой же уверенности на любых дорожных покрытиях. Данные ожидания никогда не были секретом для разработчиков Land Cruiser 300. Именно поэтому он разработан как вседорожник и одинаково хорош как на асфальте, так и вне дорог. Я полагаю, что у Владимира еще есть дополнительное лирическое отступление по данному поводу. Конечно, у дизайнеров всегда оно есть. В данном случае перед нами лимитированная серия к 70-летию модели Land Cruiser. Соответственно, это максимальная комплектация. Это, если хотите, городская версия. У нее определенный дизайн бампера и 20-дюймовые диски. Но будет еще и вседорожная комплектация. 18-дюймовые диски, короткие свесы, совсем другой дизайн бампера, возможность преодолевать разные препятствия. Да, Владимир, совершенно верно. Но для начала я бы все же остановился на данной версии, так как она тоже имеет очень хороший внедорожный арсенал. Это клиренс 230 мм. Также это постоянный полный привод с возможностью заблокировать центральный дифференциал. На задней оси здесь теперь доступен дифференциал повышенного трения, что улучшает управляемость и позволит вам не забуксовать в ненужных местах. Плюс есть понижающая передача, то, к чему мы все так привыкли. Но и это еще не все. Здесь доступна подвеска с регулируемыми амортизаторами, которые сами подстраиваются под дорожное полотно. Плюс ко всему есть 6 режимов Drive Mode Select. Это Eco, Normal,
комфорт, спорт и спорт плюс. И совершенно новый индивидуальный режим, который настраивается водителем. Все характеристики от трансмиссии, подвески, двигателя и даже климат-контроля могут быть настроены индивидуально и использоваться каждым водителем отдельно. И это ведь не самая внедорожная версия получается. Отличный вседорожник. Совершенно верно. Есть еще более внедорожная версия, о которой Владимир уже говорил, с другими бамперами, углами въезда 32 градуса и съезда 26,5, что говорит нам о том, что это уникальный автомобиль в своем сегменте по геометрической проходимости. Это уже совсем близко к вездеходу. Да, и это только цифры. К ним добавляются еще и 3 блокировки дифференциалов переднего, заднего и центрального, что является уникальной особенностью в данном сегменте, а также 18-дюймовые шины All Terrain. Хотелось бы отметить новую систему поперечных стабилизаторов. Теперь это электронная система EKDSS. В отличие от прошлого поколения, где был единый контур с одним цилиндром, теперь это 2 раздельных стабилизатора. Спереди он имеет 2 цилиндра, сзади 1. Эта система призвана уменьшить тряску на бездорожье и улучшить качество управления на дорогах. Мне интересно, насколько эта система подчинит себе плохие дороги. На предыдущем поколении Land Cruiser я, в свою очередь, заезжал настолько далеко, где нет абсолютно никаких дорог. Я думаю, Кость, ты понимаешь, о чем я говорю. Конечно, Богдан, очень хорошо понимаю, и я тоже люблю те места, где дороги заканчиваются, потому что это запоминается лучше всего. Поверьте тому, кто проработал с настойчивыми японскими инженерами десятилетия. Новый Land Cruiser 300 готов не только к дорогам, но и к тому, что принято называть загадочным русским словом «направление». Доехать домой в любом случае – важный аргумент, особенно для России. Здесь даже система выбора режимов движения Multi-Terrain Select заточена под самые разные типы покрытия. И, конечно же, ее не обошли стороной изменения. Toyota Land Cruiser 300 оснащен системой выбора режимов движения Multi-Terrain Select с новым режимом «Авто», которое позволяет автомобилю адаптироваться под тип дорожного покрытия. В режиме «Авто» система автоматически определяет, какой тип покрытия вы покоряете сейчас. Уже знакомые многим 5 режимов работы системы были переработаны. Теперь при включенной пониженной передаче возможно выбрать режимы «Авто», «Песок», «Грязь» или «Камни». А при работе стандартного полного привода для выбора доступны режимы «Авто», «Грунтовая дорога», «Песок», «Грязь» и «Глубокий снег». Система выбора режима движения Multi-Terrain Select обеспечит лучшую проходимость, уверенность и безопасность при движении в самых сложных условиях, даже если у вас небольшой стаж вождения. Нас с Богданом нельзя назвать новичками, но даже таким оффроуд мастерам эта система очень поможет. А что уж тут говорить про обычных водителей? Именно. Например, раньше не было режима «Глубокий снег». Теперь в Multi-Terrain Select появился этот режим. Но у нас есть одна очень интересная история, как же он появился. Когда-то в 2015 году на запуске обновленного Land Cruiser 200 в России на мероприятие приехал главный инженер Land Cruiser Садайоши Каяри. И мероприятие проходило не где-нибудь, а на Урале. И не когда-нибудь, а зимой. Соответственно, после этого мероприятия, пообщавшись с журналистами и автоэкспертами, инженер принял решение о том, что нужно разрабатывать именно такой режим. Это отличная история, и я уверен, что этот режим очень хорошо подойдет владельцам Land Cruiser'ов на севере и мне в моих арктических экспедициях. Уже чешутся руки попробовать его в деле. То есть этот режим специально сделали для нас. Да, потому что принцип работы компании Toyota заключается в том, чтобы слушать клиентов и реализовывать те технические решения, которые требуются клиентам. Ну, давайте двигаться дальше. Также у нас обновилась система поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control. И я, как неискушенный пользователь, скажу, что это очень удобно, потому что это позволяет двигаться по сильно пересеченной местности на фиксированной скорости, не нажимая педали акселератора или тормоза. Я часто пользуюсь этой системой на бездорожье, но все-таки хотелось бы, чтобы она работала немножечко тише. Вот именно для таких привередливых водителей она и доработана. Теперь она реализована через электрогидравлический усилитель, тем самым вибрации и шумы минимизированы. Предлагаю перейти от технологий к тому, что в статусном внедорожнике должно быть обязательно на высочайшем уровне. И это интерьер. Здесь я возьму слово как специалист в этом вопросе. Внутреннее убранство Land Cruiser 300 вам обязательно понравится. Я просто уверен в этом. Сразу предупреждаю, что однажды сев в этот автомобиль, вам не захочется из него выходить. Поэтому предлагаю занимать свои места согласно статусу потенциального владельца.
Добро пожаловать в мир кинестетического уюта. Черт возьми, мне здесь нравится. Согласен. Это правда. Интерьеру нового поколения есть чем гордиться. Соглашусь, дизайн интерьера на порядок лучше, чем у предыдущей модели. И ты заметил, Кость, насколько комфортные и, главное, эргономичные кресла? Такое ощущение, что оно прям подстроилось под меня. Очень удобно. На самом деле, сделаю небольшую ремарку. Наши эргономисты очень подробно проработали интерьер. Теперь у нас есть оптимальное количество регулировок кресла и выверенная посадка, которая подходит водителям абсолютно любой комплекции. Так что я считаю, что это максимальный комфорт для выезда хоть в тундру, хоть на Кремлевскую набережную. Все под рукой, все абсолютно доступно. Такое ощущение, что все сделано для такого безмятежного пребывания. Господа, я хотел бы продолжить. Эстетика интерьера Land Cruiser 300 дополняется функциональностью и вниманием к каждой детали. Это очень по-японски. Давайте посмотрим хотя бы на переднюю панель. Она обеспечивает идеальную обзорность и облегчает восприятие положения автомобиля даже при езде по неровной дороге. Или, например, обратим внимание на кнопки. Группы кнопок сформированы таким образом, чтобы быть под рукой водителя. И даже по неровной дороге водитель пользуется ими интуитивно. Это так называемая тактильная память. Опять же, кнопки аналоговые. Это очень хорошо. Дело в том, что сейчас мода на сенсорные кнопки, и они не всегда удобны в работе на пересеченной местности. Да, Владимир, все эти современные тенденции к сенсорному управлению важнейшими функциями автомобиля на практике очень неудобны. Я обратил внимание здесь на руль, и кнопки все скомпонованы по степени важности. Это очень хорошо, потому что в современных условиях, когда водитель перегружен визуальной информацией, это прям замечательно. И руль ложится очень хорошо в руки, прям очень удобно. Николай, вот ты меня подкалывал в начале разговора, дизайнеры, мол. У меня на самом деле сейчас очень бытовой и простой вопрос. Раз мы сидим в таком востребованном, таком прекрасном, в таком ликвидном автомобиле, то, скорее всего, люди с темным прошлым и даже настоящим захотят его увести из-под носа владельца. Нет, на самом деле, теперь об этом можно не беспокоиться. Toyota Land Cruiser 300 оснащен бесключевым доступом в салон и функцией запуска двигателя с кнопки, но не простой, а с аутентификацией отпечатка пальцев. Это уникальная особенность именно этой модели и в единственном варианте представлена только на Land Cruiser на всю Россию. Я считаю, что теперь можно спать спокойно. А что дает эта аутентификация с элементами дактилоскопии? На самом деле дает очень много. В первую очередь она может запоминать до 10 отпечатков пальцев. Николай, а почему именно 10? Ну смотри, по 2 отпечатка на 3 членов семьи владельца и по 1 отпечатку на 4 его гостей-водителей. Логично. Это еще не самое главное. Самое интересное, что с функцией «Мои настройки» к отпечатку пальца можно привязать настройки автомобиля, такие как кресло, руль, настройки климат-контроля и аудио. Николай, ну, пока ты проводил лекцию, я изучил салон и я обнаружил несколько удобных ниш под мелочевку. Да, в Land Cruiser сделано все ради комфорта и максимального удобства пассажиров. Поэтому как раз хотел тебя спросить, как там на галерке? Мне здесь на самом деле очень комфортно. Во-первых, вентиляция сидений. Во-вторых, 4-зонный климат-контроль, который покрывает абсолютно весь салон нового Land Cruiser 300. Места для задних пассажиров абсолютно не обделены вниманием. Хорошая поддержка для спины и для ног. Если сравнивать с моим Land Cruiser 200, то задний ряд сидений в нем гораздо аскетичнее. Я надеюсь, что все это великолепие не в ущерб грузовому отсеку, а то, знаешь, как сейчас делают, в салоне густо, а в багажнике пусто. Я предлагаю проверить. Давай. Пойдем. Давайте посмотрим. Объемный багажник для такого автомобиля – мощное конкурентное преимущество. И, кстати, вы заметили новую конструкцию пятой двери? О, круто. Открывается быстрее, чем раньше. Ну, теперь я спокоен, с таким трюмом можно хоть на Алтай, хоть в Арктику, куда угодно. По мне так
цельная дверь гораздо лучше, чем две половинки. Да, на самом деле теперь гораздо легче дотянуться до задней стенки багажника. Плюс, ко всему прочему, багажник можно увеличить просто до гигантских размеров, если сложить сиденье второго ряда. И тогда можно перевести практически любой негабарит. Ну, на самом деле, про комфорт на заднем сидении и про вместимость багажника Land Cruiser знают все. Вы мне лучше расскажите, поумнел ли новый Land Cruiser 300? Все-таки, как-никак, я топлю за современные технологии. Коллеги, это моя тема. Обожаю хай-тек. Но прошу, давайте вернемся обратно за руль, потому что как-то странно обсуждать новые технологии в багажнике. Хотя здесь есть такая полезная штука, как розетка на 220 вольт. О, кстати, очень здорово, что ее сохранили, потому что я в своих поездках постоянно ей пользуюсь. Рад, что вы рады. Итак, что мы имеем здесь еще? На панели приборов у нас 7-дюймовый экран, и на ветровое стекло выводятся показания проекционного дисплея. На уровне глаз мы видим всю необходимую информацию. Мультимедийная система нового поколения. Она поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Экран огромный, более 12 дюймов. То есть водитель может использовать многие функции своего смартфона, подключив его к системе. Вообще у Land Cruiser 300 со звуком все очень хорошо. Аудиосистема премиум-класса JBL, 14 динамиков. Пока мы так сильно не углубились в тему аудио, я хотел бы пройтись по еще важным функциям, которые доступны в этом автомобиле. Например, беспроводная зарядка для смартфона. Кстати, я заметил, что здесь много USB и впереди, и сзади. Да, совершенно верно. Здесь 4 USB-порта, сзади 2 зарядных Type-C, спереди 1 зарядный Type-C и 1 USB-порт для подключения к мультимедии. Также второй важный пункт: в этом автомобиле установлен ионизатор воздуха Nano-E. Он позволяет всегда держать воздух в салоне чистым и устранять неприятные запахи. Очень хорошая функция для того, чтобы дышать чистым воздухом в городе. А что еще есть в новом Land Cruiser для комфортной жизни в мегаполисе? Ну, например, система мониторинга слепых зон, а также система помощи при маневрировании задним ходом. Она может помогать на парковках. При возникновении препятствия система сначала издает сигнал, далее минимизирует обороты двигателя и затем активизирует тормозные механизмы. Таким образом, она предотвращает столкновение с такими препятствиями. Эта система умеет обнаруживать пешеходов, и в случае обнаружения пешехода также остановит автомобиль. То есть, если коротко, то это передний и задний датчик с функцией автоторможения. Совершенно верно. Таким образом, автомобиль позволяет без труда парковаться в городе и двигаться в его потоке, невзирая на его габариты. Также вы, безусловно, оцените камеры кругового обзора, изображение с которых существенно улучшилось. Круговой обзор — это, конечно, хорошо, но, как показывает моя личная практика, до тех пор, пока не заляпается камера заднего вида. Инженеры Toyota предусмотрели и эту проблему. И на данном автомобиле установлен омыватель камеры заднего вида. Николай, ты меня прости, но я хочу поделиться еще одним важным знанием. Эти же камеры обеспечивают зрение еще одной системе – улучшенному 3D мультитеррейн монитору. Да, Владимир, ты совершенно прав. Данная система приспособлена к тому, чтобы помогать нам маневрировать на бездорожье или в городе. Она умеет генерировать абсолютно разные виды с камер. Вид сверху, вид сбоку, вид прозрачный капот или под днищем автомобиля, а также вид спереди от крыла. Но это, безусловно, очень удобная функция для крупногабаритного автомобиля в большом городе и за его пределами. А еще здесь есть система активного подавления шума двигателя, что делает акустический комфорт в салоне выше всяких похвал. У меня иногда этот акустический комфорт прерывается любимыми, но такими громкими криками моих детей. Да ладно, Богдан, не преувеличивай. Я думаю, что тебе нравится детский гомон в машине. Конечно, да, но иногда хочется поехать и с акустическим комфортом. Как вы понимаете, для нормальных людей, к ним, конечно, не относятся Богдан и Константин, путешествие – это не покорение пустыни Гоби. Это, как правило, путешествие по нормальным дорогам за 100 или 1000 километров. И тут им призвана помочь система Toyota Safety Sense нового поколения.
Здесь есть система предупреждения об угрозе фронтального столкновения, которая информирует об опасности, а при отсутствии реакции водителя автоматически применяет экстренное торможение. Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата в полосу движения дополнена системой удержания автомобиля по центру полосы. Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля во всем диапазоне скоростей. Он не только сохраняет дистанцию и поддерживает заданную скорость, но и снижает скорость автомобиля в поворотах. Система распознавания дорожных знаков работает с круиз-контролем по команде, адаптируя скорость под ограничения. Автоматическое переключение дальнего света на ближний облегчает движение по ночной неосвещенной дороге, обеспечивая дополнительную безопасность. Система контроля и информирования об усталости водителя вовремя предупредит о необходимости прекратить движение и отдохнуть. Но я думаю, это далеко не все, что можно было рассказать об этом великолепном автомобиле, но для первого знакомства просто восхитительно. Он по-настоящему достоин стать юбилейным внедорожником легендарной серии Land Cruiser'ов. Вседорожником, Константин, это особенно меня удивило, наряду с его функционалом и технологическими нововведениями, которые все так ждали. А как вам дизайн? Мощный, стильный и очень динамичный. Мне, безусловно, нравится. Я бы еще добавил статусно и престижно. Уж точно в городском потоке эта машина будет выделяться. Скажите, когда можно будет стать владельцем такого шикарного вседорожника? На самом деле уже совсем скоро. За новостями следите на нашем сайте Toyota.ru и в официальных аккаунтах в соцсетях. Уж поверьте, точно буду следить, потому что не терпится сесть за руль этого нового Land Cruiser 300. Я поддержу тебя, Константин. У меня уже тоже чешутся руки испытать его в деле. Я рад, что вас вдохновил новый Land Cruiser от Toyota. И куда вы собираетесь поехать в первую очередь? Господа, я все же предлагаю обсудить это после эфира. Пойдем отпразднуем 70-летие? Самое время, я думаю. Хорошая да. идея. Отлично. Вы правда подумали, что это все сюрпризы, которые мы подготовили для премьеры абсолютно нового поколения легенды? Конечно же нет. С гордостью представляем вам уникальную специальную серию, созданную для тех, кто желает выделяться везде и всегда. Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. Аутентичный дизайн Toyota Land Cruiser 300 GR Sport вобрал в себя самые лучшие черты Land Cruiser. Здесь наследие легендарных внедорожников слилось воедино с динамикой автоспорта и современными трендами автомобильного дизайна, подчеркнув харизматичность специальной серии. Каждая деталь и технологическое оснащение говорят о его особом положении самого стильного внедорожника в семействе Land Cruiser. Фронтальная часть специальной серии притягивает взгляды крупным и контрастным логотипом Toyota на оригинальной решетке радиатора. Такой знак отличия заслужить очень непросто даже легенде. Это не только символ опыта предыдущих поколений, но и отражение решительного характера Land Cruiser 300 GR Sport и его владельца. О своей эксклюзивности Toyota Land Cruiser 300 GR Sport заявляет специальными элементами и логотипами, которые дополнительно акцентируют внимание на уникальности этой версии. А оригинальное исполнение элементов кузова делают дизайн еще выразительнее, привлекая к Land Cruiser 300 GR Sport внимание в любом окружении. Обратите внимание на бамперы. Внушительная геометрия и дизайн выделяют версию Land Cruiser 300 GR Sport среди других и обеспечивают владельцу максимальную свободу и уверенность на бездорожье. Искушенные водители оценят уникальные настройки системы кинетической стабилизации подвески и КДСС, которые подчеркивают ездовые характеристики и особый характер специальной серии Land Cruiser 300 GR Sport. В интерьере исключительность стиля Toyota Land Cruiser 300 GR Sport воплощается оригинальными элементами и логотипами специальной серии. Одновременно с запуском специальной серии GR Sport на Land Cruiser 300 станет доступен абсолютно новый дизельный двигатель V6 объемом 3,3 литра с двойным турбонаддувом, разработанный специально для Land Cruiser.
Toyota Land Cruiser 300 GR Sport – это квинтэссенция харизмы и уверенности для настоящих ценителей престижа и комфорта. Для тех, чей стиль жизни – выделяться и получать максимум везде, где бы они ни находились.